Вчера человек пнул бездомную собаку, прошел мимо замерзающего котенка, прошел мимо раненой птицы. Задумайтесь, есть ли у него сострадание? Как можно быть таким равнодушным и жестоким? Как вообще можно причинить боль живому существу? Это история о том, как рыжий кот Лапус 2 месяца скитался по карельскому лесу. Мы узнали историю, которая шокирует своей жестокостью. 2 года назад к одной из семей в подъезд подбросили рыжего кота. Его назвали Лапус. Также его вылечили у ветеринара, и он жил в этой семье счастливо, в любви и ласке. У семьи есть половина дома в одной из деревень Карелии. Туда они летом 2021 года поехали вместе с животным на отдых. Незадолго до начала учебного года муж и жена вместе с детьми отправились в город, чтобы подготовиться к школе, а животных приходил кормить знакомый. И вдруг, как они рассказывают, им звонят знакомые и говорят, что видели, как сосед засунул кота в мешок и куда-то увез. Они помчались в деревню к соседям. Соседи даже отпираться не стали. Сказали, что наш кот якобы приставал к их кошке, им это не понравилось, поэтому они избили его палкой, а родственники этих людей засунули кота в мешок и увезли на озеро. Это рассказал глава семейства. Родственники соседей сперва долго отказывались, а потом признались, что сначала хотели кота утопить в озере, но передумали и просто выкинули в лесу. Хозяева Лапуса долго искали своего питомца в том месте, куда его выкинули. Звали кота, с фотографиями объездили все соседские деревни в надежде, что он вышел к людям. Но все тщетно. Все это время маленькая хозяйка Лапуса плакала, писала коту письма в лес с просьбой поскорее вернуться. Семья уже смирилась с тем, что кот погиб, ибо прошло уже 2 месяца. Они очень сильно расстраивались, особенно страдал ребенок. Но на днях раздался звонок. Им позвонили и сообщили, что кот вышел к деревне. Кота накормили и приютили. Если чудеса случаются, то это одно из самых грандиозных. Низкий поклон. Конечно, бедному животному пришлось пережить страдания. Если честно, не хочется даже думать, какие. Конечно, просто так оставить эту ситуацию нельзя. Налицо жестокое обращение с животным. Было написано заявление в полицию, но, к сожалению, в ответ пришла просто отписка. Семья сообщила участковому все имена, номера телефонов и даже назвала свидетелей произошедшего с котом. Кроме того, в наличии есть видео, в котором человек признается, что избивал кота и угрожал физической расправой. Причем, судя по фразам, делал он это с удовольствием. Поэтому сейчас будет написано заявление уже в прокуратуру. Лапус уже 2 спасен, 2 жизни использованы. Надеемся, что еще 7 он проживет счастливо в своей семье, а наши правоохранительные органы обратят внимание на эту историю и накажут